Еще в декабре 2013 года Путин заявлял, что ни за что не введет российские войска в Крым. К вам поступили призывы ввести войска в Крым. Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Нам не безразлично положение наших соотечественников. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. В начале марта 2014 года власти Украины сообщили, что воинские части Украины в Крыму заблокированы именно российскими военными. Но Путин на прямой вопрос журналиста ответил, что это не российские военнослужащие. Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожей на российскую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Есть три вида доказательств того, что именно российская армия блокирует украинские воинские части. Сегодня ранним утром в районе паромной переправы Крым-Кавказ появились 6 автомобилей «Урал» с номерами Российской Федерации и вооруженными людьми внутри. Что вчера произошло? Приехали войска Российской Федерации, заблокировали на вход. 2 марта воинская часть А-2320 под Симферополем была окружена российскими военными без опознавательных знаков. Сегодня мы были с Андреем Юром около воинской части украинской, которая по периметру около села Привальное, которая по периметру была блокирована военнослужащими, российскими, это никто не скрывает. Просим Владимира Владимировича Путина защитить нас от своих солдат, потому что они нас пугают, у нас уже стрессовое такое состояние. Да, мы уже неделю нормально ночью не спим. Мы не спим нормально, потому что ждем постоянно чего-то, какого-нибудь штурма, какого-нибудь бунта. 2 марта российские военные прибыли в Балаклаву и попытались разоружить отряд морской охраны Государственной погранслужбы Украины. Прибыл КАМАЗ с военнослужащими Российской Федерации, вооруженными стрелковым оружием, бронежилетах, касках. И предложили нам разоружиться, сдать оружие, перейти под охрану вооруженных сил Российской Федерации. 4 марта вооруженные люди пытались проникнуть на территорию украинской зенитно-ракетной части А-45-19 в Евпатории. Подполковник Матюк Сергей Михайлович, замкомандира этого Евпаторийского полка. Военнослужащие Российской Федерации пытались захватить нашу украинскую технику. Командир данного подразделения Российской Федерации предъявил нам ультиматум. Но мы отсюда не уйдем и нашу технику, нашу территорию мы не отдадим. По просьбе журнала New Times фотографии из Крыма проанализировали военные эксперты. Внедорожник ГАЗ-2975 «Тигр» стоимостью $60 тысяч, поставки которого осуществлялись исключительно для российской армии. На номерном знаке код военного автомобильного номера 21, означающий Северо-Кавказский военный округ. На «Тигре» справа виден значок гвардейской дивизии. Снайперская винтовка – это самозарядная модификация Драгунова, новейшая модификация, официально поступившая на вооружение только российским силовикам. Прибор ночного видения ПНВ-93.2 российского производства, который используется в российской армии специальными подразделениями. Пацаны, а что охраняете? Что, не охраняете ничего? А что? Мирное небо над Москвой. Над Москвой? Так в Москву едьте охраняйте, а что здесь? Вы украинцы? Мы? Да. Мы россияне. Почему у вас нет опознавательных знаков? Вы откуда? Потому что у нас форма такая. Опознавательных А вы украинские или российские? Российские военнослужащие. Вы российские военнослужащие. Путин никогда не отличался честностью, но этой невероятной ложью он побил все рекорды. Должен кто-то и врать, потому что кто-то хочет услышать это вранье.